Сегодня я назову 7 продуктов, которые разрушают простату. Скажите честно, вы когда-нибудь задумывались, что ваш завтрак может медленно убивать вас? Не верите? Тогда ответьте на вопрос. После 40 лет у вас бывает тяжесть внизу живота, слабая струя мочи или ночные походы в туалет? Если да, это не просто возраст. Это ваша простата кричит о помощи. И знаете, кто ее главный враг? Не стресс, не экология, а то, что лежит у вас в тарелке. Продукт номер 7. Колбасы и сосиски. Что производители не хотят, чтобы вы знали о сосисках? Друзья, представьте, вы завтракаете бутербродом с колбасой, думая, что это просто перекус. Но знаете, что на самом деле происходит? Каждый ломтик колбасы – это мина замедленного действия для вашей простаты. Современные колбасы – это не мясо. Это смесь перемолотых жил, кожи сои и химикатов. Главный враг здесь – нитриты. Их добавляют, чтобы колбаса выглядела розовой и не портилась. Но в желудке нитриты превращаются в нитрозамины – вещества, которые повреждают ДНК клеток простаты. По данным Международного агентства по изучению рака, регулярное употребление переработанного мяса повышает риск рака простаты на 18%. А теперь о соли. Всего 50 грамм копченой колбасы содержит 120% дневной нормы натрия. Соль задерживает воду, повышает давление и сжимает сосуды, питающие простату. Кровь перестает поступать, и железа начинает задыхаться. Это прямой путь к хроническому простатиту. Но самое коварное – глутамат натрия. Он обманывает ваш мозг, заставляя съедать больше. Вы тянетесь за вторым бутербродом, а простата получает новую дозу яда. Научные исследования. Международное агентство по изучению рака. Регулярное употребление переработанного мяса повышает риск рака простаты на 18%. Исследование университета Джонса Хопкинса, 2021 год. Нитриты увеличивают риск воспалительных процессов на 22%. Что делать? Замените колбасу на запеченную куриную грудку или индейку. Читайте этикетки. Если в составе нитриты, кладите обратно на полку. Раз в неделю позволяйте себе колбасу, но только фермерскую, без химии. Вопрос. Вы готовы платить за дешевую колбасу своей мужской силой? Продукт номер 6. Алкоголь. Пиво, вино, виски. Вы думаете, это помогает расслабиться? На самом деле, каждый глоток алкоголя – это удар токсинов по вашей простате. Начнем с пива. Хмель содержит фитоэстрогены – растительные аналоги женских гормонов. Они подавляют тестостерон, который защищает простату от гиперплазии. Исследование университета Дьюка показало, у мужчин, выпивающих 3 бокала пива в неделю, уровень тестостерона падает на 12%. А чем меньше тестостерона, тем слабее простата. Но это не все. Алкоголь блокирует усвоение цинка, минерала, который предотвращает простатит. Без цинка простата становится уязвимой для бактерий. Результат – частые инфекции, боль при мочеиспускании, а потом и хроническая форма. А еще алкоголь обезвоживает. После 3 бокалов пива организм тратит всю воду на вывод токсинов, а простата остается без жидкости. Ее секрет густеет, образуются камни, которые царапают ткани, как наждак. Но главный убийца – ацетальдегид. Этот продукт распада алкоголя разрушает клетки простаты, вызывая фиброз. Рубцевание ткани. Железо превращается в жесткий комок, который давит на мочевой пузырь. Научные исследования. Европейский журнал урологии. Злоупотребление алкоголем увеличивает риск простатита на 45%. Что делать? Замените пиво на безалкогольное, но не более 1-2 банки в неделю. Пейте красное вино только по праздникам. В нем есть ресвератрол, но доза важна. Восполняйте цинк, ешьте тыквенные семечки, устрицы, говяжью печень. Вопрос. Стоит ли вечерний бокал пожизненных походов к урологу? Продукт номер 5. Фастфуд. Шокирующая правда о обеде в нашем современном мире. Бургеры, картошка фри, наггетсы. Вы думаете, это просто быстрая еда? На самом деле фастфуд – это наркотик, который убивает вашу простату. Начнем с трансжиров. Они содержатся во фритюре, на котором жарят картошку и котлеты. Трансжиры встраиваются в мембраны клеток простаты, делая их жесткими. Кровь с трудом доходит до железы, и начинается атрофия. Простата усыхает, как виноград.
превращенный в изюм. Но это не самое страшное. При жарке крахмала, картофель, куриная панировка, образуется акриламид – вещество, которое ВОЗ признало канцерогеном. Акриламид повреждает нервы вокруг простаты, вызывая хроническую тазовую боль. А теперь о соусах. Кетчуп, майонез и сырный дип – это скрытый сахар. Одна порция соуса равна 4 чайные ложки сахара. Он запускает процесс гликирования, молекулы сахара склеивают белки простаты, делая ее жесткой и уязвимой для рака. Но есть и сюрприз. Даже здоровый фастфуд опасен. Салаты с майонезными заправками содержат подсолнечное масло, которое при нагреве окисляется до токсинов. Эти токсины накапливаются в жировой ткани вокруг простаты, вызывая воспаление. Научные исследования. Гарвардское исследование. Трансжиры нарушают клеточный обмен на 35%. Что делать? Готовьте дома, запекайте картофель в духовке, делайте бургеры из индейки. Выбирайте салаты без заправки. Используйте оливковое масло и лимон. Раз в месяц позволяйте себе фастфуд, но только в проверенных местах. Вопрос. Вы готовы променять 10 минут удовольствия на 10 лет жизни с больной простатой? Продукт номер 4. Сладкие газировки. Всеми любимые напитки. Но что скрывали производители? Газировка – это не напиток. Это жидкий яд для вашей простаты. В одной банке колы 40 грамм сахара. Это как съесть 4 куска торта за раз. Сахар вызывает резкий скачок инсулина, который провоцирует воспаление. А простата, как орган с медленным метаболизмом, страдает первой. Но главная опасность – фруктозный сироп. В отличие от глюкозы, фруктоза перерабатывается только в печени, превращаясь в жир. Этот жир обволакивает простату, как одеяло, нарушая ее кровоснабжение. Результат – застой, отек и риск инфекций. А еще в газировке есть фосфорная кислота. Она вымывает кальций из костей, но часть его оседает в простате, образуя камни. Эти камни – как битое стекло. Они царапают ткани, вызывая боль при каждом движении. Но есть и скрытый враг – бензоат натрия. Этот консервант повреждает митохондрии клеток простаты, лишая их энергии. Клетки гибнут, а на их месте образуется рубцовая ткань. Научные исследования. Национальный институт диабета, США. Фруктозный сироп провоцирует воспалительные процессы. Исследование университета Торонто. Бензоат натрия повреждает клеточные митохондрии на 40%. Что делать? Пейте воду с лимоном или мятой. Это утоляет жажду без вреда. Замените колу на компот без сахара или свежевыжатый сок, разбавленный водой. Если хочется газировки, выбирайте минералку с натуральными ароматизаторами. Вопрос. Стоит ли минутный вкус газировки пожизненных мучений от камней в простате? Продукт номер 3. Острое и копченое. Химическая атака на вашу простату. Острые соусы, копченая рыба, вяленое мясо. Вы думаете, это просто вкусно? На самом деле это химическая атака на вашу простату. Начнем с острова. Капсаицин в перце чили раздражает рецепторы ТРПВ-1 в мочевом пузыре и простате. Это как поджечь нерв. Простата отекает, сжимает мочеиспускательный канал, и вы бегаете в туалет каждые 20 минут. Но это не просто дискомфорт. Хроническое раздражение ведет к нейрогенному воспалению, которое почти не лечится. Теперь о копченостях. При копчении мяса и рыбы образуется бенспирен, канцероген, который накапливается в жировой ткани простаты. Исследование Оксфордского университета показало, у любителей копченого риск агрессивного рака простаты выше на 34%. Но есть и скрытая опасность. Нитриты в копченой рыбе. Да, те самые, что в колбасе. Они попадают в тело, превращаются в нитрозамины и запускают мутации клеток. А теперь сюрприз. Даже домашнее копчение небезопасно. Дым содержит те же канцерогены. Даже шашлык, если мясо подгорело, становится ядом. Научные исследования. Оксфордский университет. Риск агрессивного рака простаты у любителей копченого выше на 34%. Международный журнал онкологии. Капсаицин провоцирует нейрогенное воспаление. Что делать? Замените острый перец на имбирь или чеснок. Они дают пикантность без вреда. Готовьте мясо в духовке или мультиварке с натуральными специями. Розмарин, тимьян. Если хочется копченого, используйте жидкий дым без химии, но не чаще 1 раза в месяц. Вопрос
Вы готовы ради минутного удовольствия превратить свою простату в поле боя. Продукт номер 2. Жирные молочные продукты. Сыр, который может стоить вам здоровья. Сыр, сливочное масло, жирный творог. Вы думаете, это полезно для костей? На самом деле для простаты это тихий убийца. Жирные молочные продукты повышают уровень инсулиноподобного фактора роста, IGF-1. Этот гормон стимулирует деление клеток простаты, провоцируя аденому и рак. По данным Гарвардской школы здоровья, у мужчин с высоким IGF-1 риск рака простаты выше в 4 раза. Но это не все. Молоко содержит казеин, белок, который у 30% людей вызывает скрытое воспаление. Иммунная система атакует простату, принимая ее за чужеродный объект. Результат – аутоиммунный простатит, который почти невозможно вылечить. А еще в молоке много кальция. Его избыток оседает в простате, образуя кальцинаты – твердые отложения, которые блокируют протоки. Это как пробка в бутылке, секрет не выходит. Начинается застой и воспаление. Но есть и подвох. Даже полезный греческий йогурт опасен, если он жирный. А обезжиренные версии часто содержат сахар, который тоже вредит. Научные исследования. Европейское исследование. Казеин вызывает скрытое воспаление у 30% людей. Что делать? Замените коровье молоко на миндальное, овсяное или кокосовое. Выбирайте сыры с жирностью менее 20%, например, моцарелла. Восполняйте кальций через листовую зелень, кунжут, миндаль. Вопрос. Вы готовы променять кусок сыра на здоровую простату? Продукт номер 1. Красное мясо – мужская еда, которая убивает изнутри. Стейки, бургеры, шашлыки. Вы думаете, это символ мужской силы? На самом деле красное мясо – это провокатор рака простаты. Все дело в гемовом железе. В отличие от железа из растений, гем окисляет клетки простаты, повреждая их ДНК. Исследование Университета Калифорнии доказало, у мужчин, съедающих более 500 грамм красного мяса в неделю, риск рака простаты выше на 40%. Но это не все. При жарке мяса до корочки образуются гетероциклические амины, HCA, канцерогены, которые Национальный институт рака США связывает с опухолями простаты. А если мясо копченое или вяленое, добавляются нитрозамины, те же, что в колбасе. Сюрприз. Даже мясо органических коров опасно. Кишечные бактерии перерабатывают животный белок в N-нитрозосоединения, которые провоцируют мутации. У любителей стейков в микрофлоре кишечника на 30% больше таких бактерий. Но есть и хорошие новости. Если заменить красное мясо на жирную рыбу, лосось, скумбрия, риск рака падает. Омега-3 в рыбе подавляет воспаление и защищает клетки простаты. Научные исследования. Университет Калифорнии. При потреблении более 500 граммов красного мяса еженедельно риск рака простаты выше на 40%. Национальный институт рака США. Гетероциклические амины напрямую связаны с опухолями простаты. Что делать? Ешьте красное мясо не чаще 1 раза в неделю. Маринуйте его в лимонном соке, розмарине или куркуме. Они нейтрализуют до 70% канцерогенов. Выбирайте телятину или баранину, в них меньше гема, чем в говядине. Вопрос. Вы готовы заменить сочный стейк на жизнь без страха перед раком? Уберите из рациона хотя бы 3 продукта из этого списка. Добавьте овощи, воду и движение. И помните, здоровье – это не случайность, а выбор. Если вы посмотрели до конца, вы уже на шаг ближе к победе.